посреди зимы меж снегопадов, одним морозным днем я оказался в Монреале. И покажу сегодня главную улицу Монреаля, улицу Святой Екатерины. Это не горизонт завален, это здесь такой уклон. Начинаем нашу прогулку у круглой башни научного института, одного из лучших университетов Канады, университет МакГилл. Закончил рабочий день и сейчас попытаюсь дойти до отеля пешком, но ничего не обещаю. В Монреале сегодня ударили холода, и щеки это чувствуют. Чувствуют как минус 20. В Канаде две температурные шкалы, и это не Фаренгейты и Цельсии. Канада официально использует только Цельсии. Мы в метрической системе живем. А две температуры — это физическая температура и температура по ощущениям. Так вот, сегодня по ощущениям минус 20. Хорошо идется под горку и налегке. Обычно я снимаю гостиницу близко, но в этот раз там все оказалось занято. Пришлось поселиться в другой гостинице, и до нее полчаса пешком. Мелькнул канадский почтовый ящик. Ух. Ноги скользят. Хорошо, хоть гранитной крошкой дорожки посыпали. Из-за крутой горки каждый год можно видеть в интернете, как машины не могут остановиться и сталкиваются. Зима в Монреале такая. Видите, машина с крестом за кем-то приехала. Это знак такси такой на крыше. Я не люблю по центру Монреаля на машине ездить, особенно зимой. Поэтому и пешком сегодня. Отель Риц. Видите, там какая-то молодежь стоит. Скорее всего, они увидели, что приезжает в город знаменитость, и теперь ее поджидают. Наверное, чтобы автографы взять. Когда я говорил, что я останавливаюсь в другом отеле, я не этот имел в виду. Правила моей компании не позволяют арендовать номера в таком отеле. Здесь в сутки порядка 800, а то и $1000. Понятия не имею, кого там ждут. Но почти каждый день кто-то из знаменитостей там останавливается. Еще одни знатные сосулины на здании с колоннами. Питеру привет! Нельзя сказать, что улицы хорошо почищены. Ну и сказать, что не проехать, не пройти тоже нельзя. Зима есть зима. Снег — обычное дело. На этой улице выделенная велосипедная дорожка. Давайте пока ждем светофор, посчитаем, сколько велосипедистов проехало. У меня получилось 0. Но, если быть объективным, я специально посмотрел далеко-далеко налево и увидел вдалеке силуэт одного велосипедиста на всю улицу. Мы идем по району, который называется Золотая миля. Очередное здание, и тоже похоже здание отеля. Гора Стефан. В конце 19-го, начале 20 века самые богатые люди Канады жили здесь. От богачей остались особняки тех лет.
В этом почти весь 20 век был клуб джентльменов, который закрыли только в 2011 году. Сейчас здесь отель. Так, спустились с горы и поворачиваем на самую главную улицу Монреаля – Сент-Кэтрин, улицу Святой Катерины. Это одна из самых оживленных улиц, с университетами и офисными зданиями, с кучей кафе, ресторанов, бутиков. Центр культурной и коммерческой жизни Монреаля. Но это сейчас, а начиналось все очень давно. Улице более 250 лет. Тогда это была тропинка где-то за городскими стенами, среди ферм и пустырей. В городские строительные планы она не входила, поэтому и названия носила вначале самые разные, народные. Но при росте города в начале 19 века улица оказалась в окружении домов и усадеб. Тогда и закрепилось название в честь Святой Катерины. Кто назвал так и почему, не ясно. История не сохранила. Прямо мистика какая-то. Города не было, а улица была в виде тропы. И затем не затерялась в застройке безымянным переулком, а стала главной улицей Монреаля. Видимо, место такое. Canada Goose. Знаменитый бренд Canada Goose продают пуховички по цене натуральных шуб. С налогами около $2000 цена будет. Театры, галереи, концертные залы также прославили улицу. Даже хоккейная арена здесь была, на которой играла самая титулованная хоккейная команда Канады. По-моему, в этом кинотеатре Дэнни Вильнёв представлял свой фильм «Дюна», «Дюна 2». This is the Canadian premiere of Dune Part 2, and it's right here in Montreal. Да, я фанат фильма. И даже книгу прочитал на английском. Мы дошли до туристического пути, который проходит от горы до реки. Ну или от реки до горы, смотря где начнете. Там, справа у кольца, железнодорожный вокзал Монреаля, подземный. А слева видна гора Маунт-Роял. Я здесь уже гулял, и даже видео на канале есть. Наибольший рассвет улицы связан с первыми торговыми центрами, универмагами. Иттон, Симпсон, Роджерс. Крупнейшие на то время универмаги Канады, и все здесь. Слева Иттон. Прямо красное здание, Роджерс. Сейчас из старых торговых сетей только Simmons и Hudson Bay остались. Hudson Bay скупил кучу конкурентов, но и он сейчас не процветает. Не улица, а просто музей архитектуры под открытым небом. Все шедевры за последние 200 лет здесь представлены. От исторических зданий церквей до небоскребов из стекла и бетона. Не так много улиц в канадских городах, где думают о пешеходах. Эта улица явно пешеходная. Сюда легко добраться на метро. Тротуары достаточно широки и позволяют разойтись со встречными. И есть площади и скверы, которые зимой привлекают мало, но в теплое время года очень популярны и многолюдны. Гуляя здесь, ощущаешь себя как в городе, а не как в даунтауне. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Не знаю почему, но все время ем китайские пельмени, когда приезжаю в Монреаль.
Есть участок, где улица переходит в пешеходную зону. Огромные пространства, и это квартал искусств. Тут несколько театров и концертных залов. Постоянным зрителям канала место может быть памятно. Из фестиваля огней Монреаля. Фестиваль ежегодный. И в этом году мы видим инсталляции. Сворачиваю с улицы Святой Катерины. Отель там. В сторону Нотр-Дам пройти надо. О, велосипедист был. Вот такая она, главная улица Монреаля, по которой можно гулять круглый год, и где каждый может найти что-то интересное для себя. А я вот до отеля сегодня по ней дошел и смотрю на Нотр-Дам.